Жимолость – новый продукт на потребительском рынке. За последние 5 лет спрос на нее резко вырос. Свежие и замороженные ягоды, варенье, джемы и другие продукты из жимолости активно появляются на маркетплейсах и в супермаркетах у дома, а компаний-производителей стало существенно больше. На наших глазах жимолость превратилась из культуры любительского садоводства в промышленный продукт. На сегодняшний день зарегистрировано более 150 сортов жимолости, но в промышленном производстве рентабельно использовать лишь 5-6 из них. Что это за сорта и с чем связано такое стремительное развитие отрасли? Экоферма «Шуйские ягоды» выращивает жимолость в Ивановской области с 2016 года. Мы применяем интенсивную технологию возделывания этой культуры, которая включает в себя уплотненную схему посадки, более 3000 растений на 1 гектар, ежегодную механизированную ручную обрезку, капельное орошение и внесение удобрений с поливом. Благодаря этой технологии мы получаем до 2,5 килограмма ягод с каждого куста или более 7 тонн с 1 гектара. Ягоды убираем комбинированно, комбайном для заморозки и дальнейшей собственной переработки и вручную для реализации покупателям в свежем виде и через федеральные сети. На 10 гектарах в нашем хозяйстве выращивается 25 сортов жимолости различных программ селекции. По итогам промышленного сортиспытания выбрали несколько лучших сортов для местных климатических условий. Это такие, как ранний сорт «Восторг» бовчарской селекции и более поздние по срокам созревания сорта «Boreal Beauty» и «Аврора» канадской селекции. Из всего многообразия сортов для промышленного выращивания лучше всего подходят 2 группы. Одна была создана в России, в Сибири, а другая в Канаде, в провинции Саскачеван. Попробуем разобраться, как происходил процесс селекции. Well, Haskap is a new crop for us in North America. It's an exciting new fruit. And what I do is I've collected a large variety of Haskap from around the world and hybridize them together to make plants better varieties that are good for machine harvesting and for industry. Основной задачей Боба Борса было создание сортов жимолости специально под механизированную уборку. Ведь в Саскачеване, где находится университет Боба Борса, самые большие в Канаде площади пахотных земель и существенный дефицит трудовых ресурсов. Необходимого количества людей для ручного сбора ягод там просто нет. Сорта для механизированной уборки должны обладать определенным набором критериев. My varieties are a little bit different than the ones that came before it because I was breeding for machine to harvest them. And part of the thing that was different was I wanted them to ripen at different times. So we wouldn't just, the old varieties in Saskatchewan fruit the last week in June, and then they're gone. But they have to have certain characteristics, like they need to be, it's nice if they're a little more rounded, if they ripen all at once so a machine can harvest it. But they need to hold on to the bush stronger. Like some of the early varieties, just you touch the branch and the berries fall off. Well, that's not very good for a machine. Also, I really wanted good tasting berries, but many of the berries already in the world taste good too. And I think that was what was very different about my program was people had not thought a machine could harvest it. But we showed that it could, so that's, I think, when the industry took off. So this is really great for being, what is it, August 10th or something? Like when we started breeding, they only lasted to the end of June. Важная особенность селекционной программы Боба Борса – использование возможностей микроклонального размножения растений. Usually you would do, if you were doing traditional propagation, you would do it second and third week of June, cuttings off plants. But if you do it in tissue culture, they'll grow year-round.
Получить сорта, максимально пригодные для механизации всех процессов выращивания и уборки, и при этом с десертным вкусом, возможно только путем привлечения генетических ресурсов с разных частей мира. There's been several very important people that helped our program get started. One of the first ones was Maria Plekhanova, who was at the Vavilov Institute, who I wrote her a letter asking for some Haskap varieties. I actually asked her for all the newest ones that I found on a list, but at the end of the letter I said, I don't know what I'm doing, send me what you think I should have. And she sent me like 15 varieties that tasted very good. And then there was also Maxine Thompson in the US, who was specializing in Japanese varieties. I went and helped her for 3 growing seasons, harvesting and evaluating stuff, and she gave me plants back. There was Jim Gilbert, who let us know, or let me know, that there are varieties that taste good. Because the diverse varieties in Canada from the 1920s taste disgusting. They're horrible flavor, but they were ornamental bush. But he brought over some of the varieties that we first planted. В качестве основы для своих исследований Боб Борс активно использовал российские сорта, в частности, сорт Томичка. We got Tomichka from Jim Gilbert, who owns a nursery in Oregon, and he toured places in Russia and former Soviet Union countries. And he was gathering all kinds of plants, including Tomichka. But he named it something else. He called it Bluebell. But Tomichka is like, I think, the second oldest variety in Russia. It's like a very old Russia. But it tastes very good. Сегодня сорта Боба Борса выращивают по всему миру. Для их создания был использован генетический материал различного происхождения, полученный со всего мира. Но есть и то, что роднит их с другой группой промышленных сортов жимолости. Это сорт Томичка, созданный на Бакчарской опытной станции. Работа с жимолостью синей была начата на Бакчарском опорном пункте Северного садоводства в 1965 году. Ее начал Иван Карпович Гидзюк. Благодаря ему, я думаю, мы имеем в настоящее время такой обширный селекционный материал, который находится у нас. До 1977 года он пропадал, можно сказать, в командировках, в экспедициях, особенно на Дальнем Востоке, Магаданская область, остров Сахалин, остров Кунашир, даже был на Чукотке. Он также задействовал материал, полученный от Бочкарниковой Надежды Марковны с Дальневосточной опытной станции. Иван Карпович Гидзюк заложил основу селекционной работы с жимолостью на Бакчарской опытной станции. На сегодняшний день селекционная работа с жимолостью ведется уже около 60 лет. За годы работы нами было проведено скрещивание в объеме более 1000 комбинаций. И в работе задействовано за этим годом около 55 сеянцев как гибридного происхождения, так и сеянцев от свободного пыления. Одним из важных принципов селекционного центра остается обмен исходным материалом. Не только готовые сорта, но и отборные формы жимолости передавались из Бакчарского опорного пункта в научно-исследовательские центры Барнаула, Минусинска, Павловска и Свердловска. Популярный сорт «Восторг» является жимолостью 4-го поколения от свободного пыления жимолости 1.19.3, который в свою очередь является гибридным сеянцем от жимолости камчатской формы 2.54.44 и жимолости Турчининова 1.39.23 происхождением из Дальневосточной опытной станции от Бочкарниковой Надежды Марковны. То есть таким образом этот сорт является гибридом 4-го поколения. Сегодня сорт «Восторг» – основной промышленный сорт российской селекции. Именно его мы встречаем в супермаркете. В родословной сорта «Восторг» есть сеянец не менее уникального сорта – «Дельфин». Первые бакчарские сорта, такие как Томичка,
памяти Гидзюка, Парабельская и Васюганская были получены из семьи 68-2 от Бочкарниковой Надежды Марковны с Дальневосточной опытной станции. Затем были пересеяны, и путем отбора из них получены вот эти 4 вышеперечисленных сорта. Сорт «Томичка», созданный Бакчарским опорным пунктом, лег в основу направленной селекции Боба Борса. Но исходный материал «Томички» берет свое начало на Дальнем Востоке. Мы всегда говорим и везде подчеркиваем, что сорта «Томичка» и первые наши все сорта получены от уникальной формы 68-2, которая, в свою очередь, привезена была Иваном Карповичем Гидзюком с Дальневосточной опытной станции, и уже потом ее пересевом были получены вот эти все новые сорта. В Приморском крае с жимолостью начала заниматься серьезно Надежда Марковна Бочкарникова. После окончания во время войны Алматинского сельхозинститута ее пригласили работать в ВИР на Дальневосточную опытную станцию в качестве специалиста по плодово-ягодным культурам, смородине и жимолости. Основной задачей нашего института является привлечение или интродукция растительного материала, то есть культурных растений и их дикорастущих сородичей. После того, как этот материал привлечен, высажен в питомнике и в коллекции, он изучается. Выделившиеся образцы по каким-то признакам урожайности, зимостойкость, они рекомендуются селекционным учреждениям для выведения сортов. Надежда Марковна объездила в экспедициях весь Приморский край. Она собирала лучшие формы жимолости, проводила аналитическую селекцию, занималась скрещиванием. Таким образом, ею были отобраны в коллекцию лучшие формы жимолости. Много материала ценного для селекции было разослано во все уголки Советского Союза, научные учреждения, в Москву, в Прибалтику, в Сибирь. На основании этого материала были выведены многие сорта жимолости. Форма жимолости номер 21-2, собранная Надеждой Марковной, была использована Марией Николаевной Плехановой на Павловской опытной станции ВИР при создании сортов «Соловей» и «Сувенир», ставших материнскими формами сортов «Хони Би», «Аврора» и «Бориал Близзард». После ухода Надежды Марковны изучение жимолости продолжил ее сын Андрей Сабитов. После окончания Дальневосточного университета я распределился на станцию, продолжала работу Надежда Марковна. Объездил весь Дальний Восток, Среднюю Азию, в Америке тоже был в разных местах. И продолжаю работу до сих пор. Результатами многолетних дальневосточных экспедиций стала не только обширная генетическая коллекция, но и исходный материал для сотни других сортов жимолости. На данный момент известно более 150 сортов жимолости. Из них 70% берут начало с дальневосточной опытной станции ВИР. Приезжал на станцию Гидзюк, который занимался жимолостью на Бакчару, собирал материал семенной жимолости с элитных форм, которые между собой пылились. На основании посева этих семян от этих сортов он выделил первые сорта, которые были зарегистрированы в госреестре Советского Союза как жимолость культура. Это были как раз сеянцы от того материала, который он собрал над нашей коллекцией. Уже знакомый нам сорт 68-2 был выявлен на дальневосточной опытной станции и получил название «Дельфин». Сорт 68-2, название «Дельфин» носит условное название, но у нас идет как донор определенных признаков, то есть урожайности, крупноплодности, и его используют в селекции по этим показателям. Отобран из форм, собранных в Дальнегорском районе Приморского края. Широко используется в селекции как раз на Бакчарском опорном пункте. Для выведения одного сорта жимолости требуются долгие годы. Найти готовый сорт в природе невозможно, а экспедиция – это трудоемкий и рискованный процесс. Каждый год формировались экспедиции, мы изучали дикорастущие сородичи культурных растений. Ездили на поезде и по БАМ, выходили на станции, сплавлялись по реке, собирали материал, опять садились на поезд, ехали дальше. Надежда Марковна одна в одиночку ездила в экспедиции в Якутию, на Сахалин. Ее один раз поймали пограничники и арестовали, думали, там шпион, потому что она спала там под кустом. И опасности, как раз период созревания жимолости, медведи там активно ее тоже поглощают. И думаешь, как это раньше мы... Тут едешь с человеком с ружьем, находится, и он там тебе говорит: Андрей, недалеко не отходи. А раньше мы там вдвоем забирались в глушь
Когда выходили на берег, на остров на ночевку, напарница спрашивала, я посмотрю, там, если есть следы медведя, то мы, дескать, плывем дальше, не будем здесь ночевать. Я уже молчал, думал, что медведь там везде есть. Если нет здесь следов, то наоборот, значит, он появится здесь. А если есть следы, значит, он уже ушел отсюда. То есть он хозяин, он смотрит, это его территория, он контролирует, кто тут лазит и находится. Сегодня мы наблюдаем огромный рост спроса на ягоды жимолости. Промышленные сады возникают во всем мире, а лучшими сортами признаны бакчарские и канадские. Но дефицит жимолости все еще сохраняется. И поэтому, помимо производства самих ягод, важно налаживать и производство саженцев жимолости. Наш проект по закладке интенсивного сада жимолости 100 гектаров стал возможен благодаря появлению промышленных сортов жимолости. Создание таких сортов минимизировало затраты по уходу за садом и, что самое главное, позволяет собирать ягоду комбайном. Когда мы начинали свой проект в 2019 году, главные наши опасения были связаны с тем, что мы не сможем реализовать количество выращенной ягоды. Но сейчас мы видим, что спрос на ягоду значительно вырос, и спрос превышает предложение. В процессе реализации проекта вставали проблемы, где нам найти такое количество необходимых саженцев. Сейчас мы научились их сами выращивать, предлагаем всем желающим. Также готовы поделиться своим опытом по технологиям ухода за садом и по механизированной уборке ягоды. За последние 5 лет мы стали свидетелями возникновения совершенно новой сельскохозяйственной культуры. Это результат более чем полувека работы ученых со всего света. Процесс селекции не закончен, и все еще ведется работа над увеличением количества экономически эффективных сортов. Впереди нас ждут сорта селекции Максин Томпсон, новые сорта селекционной программы Университета Саскачевана. Бакчарский опорный пункт северного садоводства продолжает работу, как и другие селекционные центры по всему миру. Благодаря исследованиям, экспедициям и работе ученых со всего света, уже сегодня продукция из жимолости доступна круглый год в любой точке России.